Кран гудит, как корабль. Вот. А еще с него сочится вода. Короче, нужно ним заняться. Есть несколько вариантов, как решить этот вопрос. Можно просто купить кран и вызвать сантехника. Можно купить кран и поменять его самому. Можно купить просто буксу, поменять ее самому. Но есть еще один вариант, который совсем без затрат. Нужны только ваши руки, ну и пару отверток. Первое, что нужно сделать, это нужно перекрыть воду. И теперь разобрать вот этот кран. Как это делается? Я думал, это сложно. Но потом один раз сделал и понял, что это совсем не сложно. Вытягиваете вот этот вот указатель, где горячая вода, где холодная. Так. И здесь внутри есть болтик. Его надо немножко выкрутить. Лучше взять отверточку получше и фонарик. Оп, вот так вот легко снимается. Показываю, как это выглядит. Такая страшная штука. Тут видите, квадрат идет и вот этот вот болтик, который я только что выкрутил. После выкручивания просто снимайте его вверх. Следующее. Нам надо открутить вот эта штука. Она сделана под металл, но в моем случае это пластик, например. Открутили. Дальше идет вот такая вот шайба. Тут вот резьба, а здесь специальные грани. Но тут нужен ключ. С одной отверткой, конечно, не обойтись. Откручиваем эту гаечку. И вот теперь легко эту буксу достать. Все, теперь нам надо провести с ней воспитательную работу. Первое, что нужно сделать, это, конечно, очистить ее от всего. Там, если есть какая-то слизь, не слизь, все, в общем, надо почистить. Внутри здесь прочистить. Саму буксу протереть и внутри здесь тоже все вытереть. Дальше разбираем эту буксу. Это делается просто. Вот одна защелка, вот вторая защелка. Все, отлично. Хорошо. И теперь тут главное потом не перепутать. Надо как-то запомнить, то куда двигается и что как стояло. Можно даже взять маркер и пометить. Вот так вот. Так, теперь выталкиваем просто эту буксу. И еще раз прочищаем все внутри. Просто бумажечку, салфетку или туалетную бумагу взять, все вычистить надо. В каком месте вода прорывается, получается? Я точно не знаю, но я подозреваю, что вот в этих вот местах, где эти два камушка сходятся, то ли тут потерялась гладкость, то ли я не знаю, но в общем где-то идет прорыв воды. Из-за этого гул и из-за этого протекания. Какой вариант я предлагаю? Берете густую смазку, типа литола, вот такая вот у меня есть. И ее нужно нанести на соединение. Наношу я ее на эти камушки вот здесь. Не толстым слоем, сильно много все равно не надо. Я не знаю, как оно работает, но у меня в прошлый раз я это сделал. На сезон как бы хватает этой процедуры. После этого кран начинает и плавнее работать лучше, и не гудит, не протекает вода в нем. И второе, вот эти прокладки резиновые, ну, тоже может быть возле них прорыв. Надо и с этой стороны намазать, и с этой стороны намазать.
Еще одно место вот здесь вот тоже. Все, обслуживание закончили, устанавливаем обратно в кран. Здесь я смазал тоже литольчик и теперь устанавливаю. На прокладочке. Так, хорошо. Есть. Не поленитесь смазать также вот эту вот резьбу литолом, чтобы она не заржавела. Потому вроде как с нержавейки делают, но все равно. Хуже резьбе от этого не станет. А себе вы потом жизнь облегчите при выкручивании, при разборке крана. Так, и ключом затягиваем. Аккуратненько. Проверяю. Открываю кран. Опа. Пошла вода. Ну, вроде бы ничего не течет. И теперь не гудит. Видите, вода не сочится. До того вода здесь постоянно сочилась. И кран гудел. Теперь ничего не сочится. И ничего не гудит. Ну, как я сказал, хватит на сезон. Ну, может, повезет, вам будет больше. Мне хватило на сезон.